Как живет дров-спортсмен? Сегодня я покажу вам свой день. Без прикрас, вот как есть. Чтобы вы понимали, что значит быть профессиональным дров-спортсменом, а не просто махать топором для картинки. Сейчас 6 утра, я уже на ногах, а впереди насыщенный день. И начинать я его буду с самого важного. Обязательно неотъемлемая часть утра это БАДы, плюс утренняя зарядка. В любом случае, какая ни была бы нагрузка днем, с утра надо зарядиться, проснуться, поотжиматься, поприседать немного. Потом готовка завтрака. Завтрак сделал простой, потому что с собой достаточно было там и тушенка, я некоторые другие продукты взял. Поэтому с утра решил полегче поесть. Вот чай тоже побольше залил с собой, потому что неизвестно, как день складывался бы. Так, в принципе, и было. Потому что все бывает, идет не по плану. Много жиров, а там уже тушеночку с хлебом. Ничего сейчас не хочу, ни сыра больше никакого. Чисто вот. Так, поехали. Что я с собой беру? Возьмем сразу из еды, да? Это будет тушенка. Наше все, 95%. Хлеб, печенье. Вот. Такой пакет упаковал, другого просто сейчас нету. До магазина толком еще не добрался нормально на Алтае. Вилочка тоже собрал вот из того, что есть. И салфетки влажные. Вот. Значит, идем дальше. Нож, обычный нож. Вот скоро обновлюсь, да, по ножу. Ну, пока такой простой нож. Вот. Всегда беру с собой сантиметр замерить диаметр чурок. Ну, всегда интересно, да. Точилка Фискарс. Перчаточки. Перчатки. Теплые, теплые, теплые. И еще пододеть, если надо будет. Вот 4 пары перчаток. Вот. Стяжка достаточно простая. Вряд ли она понадобится в лесу завтра, но пусть будет. Вот. И здесь у меня провода, портативная зарядная. Еще одно такое же беру, чтобы было 8 зарядов на iPhone. То есть вот такие вещи. Ну и штатив, на котором телефон стоит, соответственно, телефон. Вот. Провод еще тоже дополнительный, новый, даже не открывал, на всякий случай. Вот, то есть вот это вот такой набор. Ну, соответственно, все это в тактический рюкзак. Вот, все вместится. Ну, еще даже места очень много останется. То есть небольшой такой объем. И еще обязательно термос и водичка. Водичку тоже небольшой объем беру. Там будет и термос. Все, вот такой вот объем вещей с собой. По одежде. Первое, что идет у нас, это термобелье. Сверху на термобелье я еще обычно накидываю майку. Дальше уже идет костюм. Костюм этот новый, он, я думаю, примерно до минус 25 градусов. До минус 20 даже, он такой осенне-зимний. Вот. Есть у меня потеплее, там до минус 40, но я решил его не одевать. Дальше идет байка. Носки взял средние по теплоте, вот, которые у меня в левой руке. В правой руке толстые, положил в тактический рюкзак. Ну, мало ли что, потому что мы планировали в лес. И такие обычные сапоги, они теплые достаточно. И я посмотрел погоду, 10-12 морозов, в горах Алтая, в принципе, нормально. Вот, на горло обязательно что-то и шапка. Все, в принципе, я готов. Все надо проверить обязательно. Значит, бензопила с собой Zimani 361 Pro, Fiskars X28, Fiskars X25, колонка Кувалда 36 XXL и Багор. Вот, все стандартно. Такой небольшой набор взял с собой в дров-тур на Алтай. Поехали дальше, одеваемся и погнали. Удачи. Мы поели, да, мы поспали и вперед.
представлю, да, немного моих компаньонов. Леонид, он уже давно, ну, он сам горно-алтаец, ну, алтаец, в общем, коренной. Вот, и они меня встретили вместе с Эдуардом. Эдуард вообще из Бурятии, но он достаточно давно уже в Горном Алтае живет. Вот, мы доехали до Шибалино, и потом от Шибалино поехали в поселок Верх-Черга. Вот, дорога туда очень приятная. Это, в принципе, примерно, я так по моим подсчетам, около 130-140 километров. То есть обычное такое стандартное расстояние, да, но не всегда тут дорога такая прям хорошая, потому что идут перевалы, когда уже от Шибалино ты поехал, километров 10, наверное, проехал, там уже дальше 5-7 километров идут перевалы. И дорога не всегда на самом деле благоприятная. Вот, но все сложилось, все было хорошо в первый день, тем более мы на легковушке ехали, вот, в принципе, уже верх Черга виднеется. А вот уже потом, когда мы приехали, было уже Потом в лес на мы, второй да, день, когда мы в лес ездили, дальше в следующих Поколем, роликах расскажу, там было волнительно. 361, да? Ага. Глядишь, после нашей встречи блок начнешь вести. Все ж не просто так. Ты тоже здесь живешь, да? Нет, я вот в Шибалино заезжал. Здесь мы сделали небольшое такое соревнование. Зимани 361 Pro против штиля 310. Вот. Но здесь я немножечко накосячил, поэтому Эдуард быстрее меня отпилил, в принципе. Вот. А вот уже был у нас второй раунд после этого, да, мы еще раз сработали, и там уже у нас была такая крепкая, бодрая ничья. Вот. Поэтому, в принципе, здесь такой сопоставимо, да, по мощности. У нас поединок был. И опа, есть. Вниз. Я просто положил ее, как ты. И она одновременно пошла. В принципе. Денис рулетку мерит. О! Да, это такая. Не, ну это видишь, она еще такая ровненькая, эта свечка попалась. А бывает-то, блин, такие с этими, как ежик. Дальше здесь Леонид взял 361 Pro Zimani попилить немного. Это лиственница, она уже полежала. Но она полежала, как я понял с его слов, в районе 3-6 месяцев. То есть она, ну, такая уже отлежавшаяся была. Поэтому она была не совсем такая сырая. Вот. В принципе. Не, ну тут-то видишь, до нас. Тут еще, да, ты так можно зацеплять их, поднимать. Условно, когда мы сильно устали, я зацепляю, поднимаю наверх, а второй колет. Да, да. По итогу вот Эдуарду очень понравился Фискарс 25 по своим техническим таким характеристикам. Вот, но я 36-м разбивал. Это моя любимая модель, в принципе, хоть он и тяжелый, но он работает безотказно. Вот, а Леониду, да, ему вот очень понравился Багор, в принципе. Ему очень понравился Багор.
и вот этот колун тяжелый. Но он ему нравился, покуда он его не взял в руки. Как он его взял в руки, он что-то ему не так сильно стал нравиться. А вот багор ему прям зашел. Вот. Но еще впереди много интересного и сегодня, и в следующей серии у нас будет. Вот, поэтому подписывайтесь, не переключайтесь, пишите комментарии свои, и конструктивные, и позитивные, потому что на следующий день у нас была уже поездка в тайгу. И как мы туда добирались, там прям интересно будет. Это 28-й вообще. И само топорище ширше. А вот это вот примерно такая же вот эта, ширина или как сказать. И болотаки такой же. Как хорошо колется. Не, лиственница, во-первых, сама по себе больше колется. А вот этот колун хороший. Вот если еще есть соперники вот у этих моделей, вот у этих, других фирм, вот лучше этого нету, я считаю. Это самая лучшая из тяжелых. Она еще и как кувалда. Это интересно. Большой. У него широкий такой. И болотаки неправильно. Да. Чуть-чуть шире. Срезать надо, наверное. Не, это перспектива. Ну вот видите, сейчас вот Леонид достал там свой колунчик небольшой. После этого я попросил у него такой топорик. Вот, приятный был, небольшой с короткой ручкой. Это вот с красной ручкой. Кстати, этот застревает, конечно, но что-то в нем есть. Мне вот он понравился. Он что-то в нем, рычаг такой. Он сам не тяжелый вроде бы. При этом можно достаточно оперативно им работать. И не устаешь. Ну, то есть что-то в нем вот есть такое, честно говоря. Для разнообразия. Почему бы и нет, но это все, так скажем, какие-то вещи сопоставимые с Фискарсом, например, тем же 27-м или 36-м, вот этот с красной ручкой был. Здесь я уже 28-м мельчу Фискарсом. Вот. Для мельчения пока мой фаворит. Ну, сейчас посмотрим, вроде как скоро приедет новые, так скажем, новые бренды для меня посмотреть на обзор. Посмотрим, что сопоставимое будет. Ну вот, 28-й, да. Лиственница классно, конечно, приятно ее колоть, запах от нее классный, очень приятно. Ну, этот площадь. Пошли, а так генеральский обед получается. Пушим на час, да. Кстати, вот пока сварили, пока разогрели. А где багор? Ну нет, что, кстати, Вот, выставился здесь по своей классике, вот, 36-м поразбивать. Ну, на самом деле, все-таки вот лиственница, да, она, думаю, 36-й или 32-й, вот тоже хорошо бы здесь зашли. Из нового, из 5-го поколения, да, из новинок по Фискарсу. По остальным, ну, я думаю, что здесь Вихрь неплохо бы справлялся. Вот, возможно, скоро подъедет, у меня тут победит Тор, да, и мы посмотрим, как он справится, какие будут результаты. Но пока по березе, потому что сейчас пока по березе будет работа, но в скором времени, я думаю, снова появится возможность на Алтае дров поколоть. вот этот колун понравился и багор понравился. А вот эти маленькие, что-то вообще нихуя не пошли. Ничего не понял. Впервые такое видел, но вот Эдуарду, например, он сидя мельчит, ему так удобно. Вот. А у тебя спина болит, Эдуард? Почему ты на карта? А? Нет? Нет? Блин, интересно будет. Впервые вижу просто. Ну, кому как удобней. О.
Конечно, колоть дрова в такой красоте, когда вокруг такая вот вообще великолепие, Видишь, стыкается. это необычно, Вот в тот не первую стыкается. очередь. Вот, и ты, Вот я так тебе скажем, говорю, тебе 306 еще с большим настроением все это делаешь. надо. Но он 95 сантиметров. Ну им только этот, колоть, Да, а да. не на пластике. Да. Вон, попробуй колоть. Пластик колоть. Хороший. Тут уже подтянулся сын Леонида, вот, Армат. Ему, по-моему, 13 лет. Вот, он занимается вольной борьбой. И, ну, такой спортивный пацан. Оказывается, что у них полкласса смотрят в ТикТоке мой контент. Они, в общем, там фанатеют с моего дров контента. Это было приятно. Что молодежь, в принципе, вовлечена, и для них это ценно, и для них это интересно. Вот. Ну, в общем, это какой-то, так скажем, свет в конце тоннеля, как говорится, что, в принципе, у нас сообщество все-таки двигается к созиданию и к какому-то вот спортивно-позитивному мышлению. Прям так смотришь на него, как игрушечный, да? Слушай, а как вот у вас вот, имена-то, вот, например, мне кажется, у алтайца должно имя быть, ну вот тебя Леонид зовут. Ну это Леонид, ты по-русски говоришь, или у тебя по паспорту имя как? По паспорту? Интересно. Мне казалось, это имя какое-то, ну не знаю там как, Айстан там или как там. Ну, раньше Рахим это там как. практиковалось, а сейчас же все уже... Ну у меня просто представление такое было. Вечером дикое мясо будет. Попробуешь или пробовал? Дикое мясо? Да. Да откуда б я его пробовал-то? Я в городе прожил 25 лет. А сейчас уже это Новосибирск переехал, Новосибирская область. Козел дикий. Да? Подстрелил, что ли? Вон варится. Дед. Дедушка у нас. Деду дед? 75 лет. А, До сих пор на охоте еще козлов стреляет. О. Бывает, что на бегу, ну, в смысле, на козел бежит, ага. на бегу. 75 лет? Да, Это который выходил-то? да. Это твой дед? Отец мой. А, отец. 75 лет, ну, серьезно. Наша голова. Вот, что он до сих пор. Что, корова здесь? Одна жишка осталась. А что, масло домашнее, что ли, да? Да. О, красивое, прям сразу видно. Увидим. Сейчас только будем ждать их. Я вчера-то на тракторе на их не ездил. А может позвоните мне? Дровничок. Вот их даже это, по звуку определить можно. Пилу. Это уже сухое все, да, у тебя? Но А это что? это черемуха. Черемуха? Но. А это просто вон черемуху убирали. Ой, это Хускварна, что ли? Но Какая? 365 О, это такая уже видавшая виду, видно. Ну, она Уже года, боевая такая прям. года лет 5. Ну, вот у тестя точь в точь. Подмерзла маленько, да? Но
Ну-ка, как она? Три, шесть, пять. Не бойся, сладкий, ты чё? Они будут уже выращены до этого, да? До объема. А что этот так сгорбился или что он так стоит? Задние у него ноги так. Ну, это Что-то. одна нога вывихнута. А, такие они. Сейчас колоть, наверное, буду. Телятки? Школа? А, А О, вот школа. та сторона школа, а эта сторона, вот где-то два окна, вот этих крайних. Это Симпатично. садик. Прикольно так учиться в школе. Ну а что, люди уезжают вообще? Нет, Остаются? остаются. Наоборот, сейчас вот в последнее время тенденция пошла, что это молодежь возвращается, молодежь наоборот. Сейчас это у меня молодой скотину держит. Ну сейчас все, совхоза нету, колхоза нету. Короче, Все тенденция живут- наоборот. Все живут своим натуральным хозяйством. А, Есть такой обряд, ну, когда девушка замуж выходит, и сын, ну, тот дом, который свадьбу делает, они у сына в аиле ага. должны сплести волосы невесте. О, И вот с того момента невеста считается замужней. И поэтому у каждого алтайца дома должен быть аил. это вот. Это на въезде у нас тоже был. Ну, это у нас чисто как Типа как. стелла. А, ну понятно. Ну, я не знал такого даже, видишь. Вот видишь, в каждом доме вот есть аил такой формы, такой. Тут, наверное, дома-то недорогие, земля. Хотя. Нет, сейчас тоже все подорожало. Красиво. Голый участок кого-то 700 тысяч там возле меня. Я тут строюсь ниже. Туби где-то в обзорах такое видел. У кого-то. Такое. Уже сразу. На коне-то я один раз только сидел. Мне он еще коня такого дал. Такого. Может, отравили? Исчез. А кто это привалил куриц? Отец? А, мама? Ну, Шабалина, сейчас давеча приезжали к сестре. А, У меня дети сюда приезжают как это, как бонус у них, кто хорошо себя ведет, сюда как бонус? но они, А им тут нравится? ну конечно, я же жил здесь, там ниже снимал дом. А, интересно. Просто То есть они наоборот сюда хотят. это, да, это, у меня там бойня идет, кто это, А живете все дети и жена, и ты где? Шабалино. А, в Шабалино, все. Понятно. Наоборот, мне кажется, дети не хотят ездить в деревню, а у вас хотят. Всё. Это потом уже, когда подрастут, сейчас же основные тяжелые работы они не делают же. А там сейчас, когда еще видишь, скотины мало. Ага. А бывало же и по 12, по 13 коров держал, это же весь навоз. Нет. Ну вот от вихря у меня колун есть хороший тоже. От этой же конторы, что у тебя.
По краям ее. Слева. Вот там пробьешь. Сейчас, погоди. Поставьте, я ее кувалдой хлопну. Сейчас я кувалдой. Подкачаешься через год, через такой путь. Она плотная очень. Ты это потом сам озвучиваешь, да? Да, я уже, Пишем комментарий. я уже комментарий пишу, сценарий. Записывайте так ли там. Голосом просто. Вот с сыном Леонида, с Арматом покололи немного дров. Потом он пошел куда-то, ушел, и мы поели тушеночки. Тушенка называется «Наше все». Она бурятская, да? Буряты молодцы, сделали там закладка хорошая, 97,5% мяса. Действительно крутая тушенка. Где-то даже она мне больше нравится, чем наша отечественная белорусская ГОСТовская. В принципе, и та по ГОСТу. Вот здесь я уже добиваю все. Вот, уже солнце близится к закату. Не получилось в этот день поехать в лес, не пришел трактор. Там где-то он, в общем, в тайге задержался. Там мужики поздно приехали. Поэтому мы уже решили так добить все, да, и на следующий день уже был шанс, что получится, и, в принципе, все сложилось, да, я уже предрекая, как говорится, ваши вопросы. Будет поездка там в тайгу, вот, будет очень интересно. Его размахиваешься и опускаешь. Все равно он по привычке вот. Раз. Долго. Привычка. Никто не могут поднимать. Ну, Последний в этом магазине взял. в 30 лет-то вы бы ее легко поднимали. Ну, конечно. Тут чуть-чуть вот лезвие даже остро. Ой-ой-ой, как они. Ты чё? Пойдем все наберем. Ну что, у нас сегодня уже завершается работа. Сейчас потолкали немного там. Сено помогли. Посталкивали. Да ладно. Не просто так же сюда зашли. Да это лучше. Все, сейчас будем домой выдвигаться уже в Альпинск. Вот и подошел к концу дров день. Пишите свои комментарии, буду рад. Вот. Считаю, что поездка она удалась однозначно. Стоило ехать в такую даль, да, с Новосибирской области. Не все мы успели в этот день, но оно и к лучшему. Да, у нас получилось 2 зато объемных, классных дров таких спортсменских дня. Вот, именно на Алтае как раз я принял решение основывать русский дровспорт. Вот это а тут еще вот у нас колунчик старт умеется. Мне показывал Леонид. Говорит, что ему очень нравится эта модель. Вот. Ну, тут мы уже дома. Меня мужики довезли. Я уже с нетерпением ждал отдыха. Вечер. Приехал домой. Настоящий дровокольный день получился сегодня. Хороший. Благодарю команду Creator Tools, что помогли сделать это видео с идеей, а я отдыхать. Все, я дома.